Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Вычеркнула она вас или же хочет вернуть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот даже как-то, знаете, даже неудивительно, абсолютно вот неудивительно. Смотрите, состояние, опять же, это может проигрываться у кого-то сейчас, вот в большей мере, у кого-то было еще совсем недавно. То есть, смотрите, состояние подавленности, может проигрываться какая-то обида, да, вот именно из-за женщины. Женщина это далеко, с которой вы сейчас не общаетесь, но у вас безумно много злости на нее. Это и разбитое сердце, это обманутые надежды, это вообще переворот всей жизни. Ну, то есть такое состояние, которого и врагу не пожелаешь, если так по-честному. Вы, вот несмотря ни на что, да, вы мужчина по сути, вот вы по сути добряк, вы очень мягкий. Особенно вот это касается взаимоотношений с женщинами. Да, на работе вы можете там и характер показать, да, вот где-то с друзьями, ну то есть где-то в социуме. А вот что касается женщин, ну как-то вы, когда влюбляетесь, совершенно становитесь другим, более мягким, более уступчивым, более покладистым таким. Но вот именно то состояние боли, которое у вас, либо же оно еще у вас очень острое, да, вот сейчас, особенно это касается тех, кто недавно разошелся, расстался с женщиной, либо же оно может уже притупляться, да, у тех, кто давно разошелся. То есть осадок остался по-любому, какие-то вот отголоски, страхи после этих расставаний по-любому у вас остались, да. Вот некоторые удивляются, говорят, вот часто как бы сигнификация повторяется, да. Ну, во-первых, меня, как правило, меня смотрят большинство постоянных зрителей. Конечно, сигнификация часто бывает повторяется, потому что, ну, по-другому просто не может быть. Да, новые зрители, конечно, подписчики добавляются, но тем не менее, вот именно такой вот слой людей, да, вот как назвать, люди с одинаковой судьбой все-таки присущи на моем канале. Поэтому даже не удивляйтесь, если из расклада в расклад получаются, ну, какие-то одинаковые вещи. Так, это нормально, да, было бы странно, если бы каждый раз вообще абсолютно разное говорила, да. Так, что еще происходит в вашей жизни? Что же вы за человек? Давайте маленькую такую диагностику сделаем. Вы, ну, однозначно, вот у нас кубки преобладают, да, вот мужчина, который живет эмоциями. Вы вообще как-то по жизни больше прислушиваетесь к сердцу, вот то, что говорит ваше именно сердце и душа. Есть люди, которые чисто логикой руководствуются по жизни. Они даже женщин, бывают, выбирают по какой-то выгоде, да, ну, то есть у них свои тараканы, свои какие-то предрассудки. Вы же живете сердцем и душой, и, в принципе, поэтому вы и страдаете. Вот почему-то так, ну, повелось, да, в жизни, к сожалению, что люди, которые чисто искренней любовью любят женщину, ну, либо же женщины мужчину, наоборот, да. То есть, когда вы искренне относитесь, вот почему-то, ну, как правило, таким людям очень тяжело, потому что их, ну, не то чтобы обижают, да, вот как-то их искренняя любовь не ценится. Вот я уже не раз говорила, что мир перевернулся, и как-то вот все продумано, да, везде выгоду ищут. А вот люди, которые настоящие, с настоящей чисто искренней душой, которые любят от души, которые заботятся, оберегают, да, вот свою женщину, все делают от души, вот почему-то это не ценится и наоборот, даже как-то вот наказывается, да. Наказывается, я имею в виду в том плане, что женщины предают, женщины могут обманывать, неуважительно относиться, потому что, ну, как вы понимаете, да, вот влюбленный волк уже не хищник, моя любимая фраза. Когда мужчина влюбляется, тем более любит, то становится очень легко управляемым.
И женщины это прекрасно понимают. Я немножечко сейчас такое отступление делаю, да, вот, ну, так, довольно философский такой момент, да, психологическо-философский, что вот как-то, ну, не ценится это все, да, с одной стороны хочется искренности, а с другой стороны, да, тебе плюют в душу за искреннюю любовь. Вот вы такой человек очень искренний, вы очень активный, если надо, вы все сделаете. Вот в любви я имею в виду, вот я как бы вас сейчас характеризую очень коротко. Вы все сделаете, вы достанете, ну, понятно, в меру своих сил. Я не говорю, что вы там дом за миллион купите, да, просто потому что нет миллиона у вас. Я имею в виду вот все, что можете, все, что в ваших силах. Если надо, вы подключите и знакомых, да, друзей, приятелей, где-то помочь, где-то одолжить деньги. Ну, то есть вы такой очень открытый человек в отношениях, вы очень щедрый человек в отношениях. Но, к сожалению, вот женщина вам попалась совершеннейшая противоположность. Но сейчас мы ее не будем описывать, но просто то, что я вижу, это такая вот, коротко, это фурия гарпия, я бы ее назвала. Итак, смотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Так, ну, в принципе, вот она и пришла. Вот она пришла, это фурия гарпия, да. В принципе, это понятно, что про нее расклад, потому что нам нужно узнать, она вычеркнула вас или хочет все-таки вернуть. Что же она задумала? Смотрите, в этой женщине настолько много злости. У меня ощущение, что она обозлилась вообще на весь белый свет. Человек, который может быть постоянно недоволен. Эта женщина может постоянно, ну, либо же часто очень, делать из мухи слона, придираться. Вот если вы вспомните, вот напишите в комментариях, были у вас моменты, когда, ну, просто ни за что вам выносили мозг, вас унижали, вас, может быть, даже обзывали кого-то, да? Вы знаете, для меня вообще дикость, когда я узнаю, что в некоторых парах женщины даже рукоприкладством занимаются по отношению к мужчинам. Это просто трэш. Это просто, я не знаю, мой шок в шоке. Ну, к сожалению, я не знаю, это такой, знаете, у меня смех сквозь слезы, ну, даже такое бывает. Я это не могу даже представить, ну, как эта женщина поднимает руку на мужчину, ну это вообще просто. Поэтому, ну, настолько вот она агрессивная, особенно это может проигрываться вот в последние ваши совместные месяцы, либо же годы. Очень много недовольства жизнью, очень много какого-то вот то ли эгоизма, да, самовлюбленности, вот нарциссических каких-то проявлений у этой женщины. Она очень любит командовать, эта женщина очень любит застраивать. Она такая вот, знаете, лидер и руководитель по своей природе. Я думаю, вы это замечали. Она вот любит, знаете, держать все под контролем. Она должна все знать. Кто куда пошел, кто тебе позвонил, кто тебе написал. То есть вот она как паук паутиной так все оплетает, она все держит под контролем. С такой женщиной очень и очень непростые взаимоотношения обычно складываются, потому что, ну, тяжело терпеть, вот даже вот энергетика может тяжеловатой быть, вот реально тяжело, вот даже вот от расклада идет какая-то тяжелая энергетика. Смотрите, вот по деньгам я не вижу, что у нее сейчас хорошо. Да, у нее был, либо же сейчас вот она в таких вот небольших отношениях, чисто любовных, с каким-то мужчиной, ну, денежным, потому что она других себе даже как-то и не представляет, и не подпускает. У нее деньги это очень важно. Для нее все вот эти цацки, побрякушки, да, подарки, это все на первом месте. Вот если у вас любовь стоит на первом месте, чувство, то у нее материальный мир. И таких мужчин она и подыскивает. Вот я вам скажу, что одним из вот вариантов, какие я допускаю, почему вы еще разошлись, да, вот почему она, может быть, там начала налево-направо ходить, это было недовольство. Это одна из причин, да, вот у кого-то это может быть небольшой, допустим, финансовый достаток, то есть ей хотелось больше денег, она хотела, чтобы у вас была больше зарплата, она хотела, может быть, больше подарков, да, понимаете, вот улавливаете, о чем я говорю, у каждого будет по-своему проигрываться, ну, то есть из этой серии ей вот не хватало каких-то материальных благ, ей не хватало какого-то комфорта.
Вот из-за этого она и пустилась искать именно вот состоятельных мужчин. Сейчас у нее по деньгам, я не скажу, что у нее хорошо, да, вот может даже у некоторых проигрываться, что реальные проблемы по деньгам. Есть у нее мужчинка на примете, но с которым у нее несерьезные отношения, которого она точно так же динамит в футболе, но чисто на деньги, да. Но я не вижу здесь любви, я не вижу здесь каких-то серьезных намерений, тем более намерений жить вместе. То есть это так, знаете, запасной кошелек, с которым можно поиграть в актрису. Довольно часто женщины, когда им нужны деньги, я вам скажу, да, по секрету, хотя вы этот секрет, я думаю, знаете многие, чтобы добиться от мужчины каких-то вот, я не знаю, подарков, там, денег, ну, то есть своих хотелок вот добиться. Женщины часто включают, знаете, такую великую актрису, и начинают играть в такую безумную любовь, начинают на задних лапках перед мужчинами ходить, начинают там чуть ли не в любви клясться и петь дифирамбы, и рассказывать мужчине, какой он замечательный, просто для того, чтобы своего добиться. Но это лесть, это самая настоящая лесть в корыстных целях, если так по-простому. Поэтому у нее сейчас, в принципе, такое не очень хорошее состояние. Так, давайте посмотрим, что еще у нее происходит, что она хочет, либо же не хочет. Вот с мужчинами у нее как-то не складывается. Получается, смотрите, у нее мужчины как-то, у нее знакомых много. У меня такое ощущение, что она может даже с двумя, чуть ли не с тремя одновременно вот зажигать, параллельно вот вешать лапшу. Ну, чисто ради денег, чтобы вот ее кружили, чтобы она в деньгах, в шоколаде была, да. Один чуть-чуть денежки дал, второй чуть-чуть дал, третий. И жизнь замечательна. Но как-то у нее сейчас немного не ладится с этим. У нее сейчас проблемы. Похоже, ее мужчины раскусили, что ей нужно на самом деле от них. Итак, давайте-ка посмотрим. Все-таки она вас вычеркнула или хочет вернуть? Вот как она к вам относится? Опять деньги, деньги, деньги. Смотрите, у нее есть безумная злость на вас. У нее есть денежный интерес к вам. Несмотря на то, что вы сейчас не вместе, она думает, как бы заполучить еще с вас денежку лишнюю. Я не вижу того, что она хочет вас вернуть, потому что она там скучает, тоскует, безумно любит. Наоборот, еще я вам скажу, она может даже следить за вами. Вот она может следить где угодно. У кого-то вот реально в жизни, может быть, вы там недалеко живете, либо в одном городе. Хоть и из-за угла может следить. У кого-то и в соцсетях, там, в мессенджерах, где угодно, либо же расспрашивать общих знакомых, там, друзей, приятелей, как вы живете, о вашей жизни. Злость у вас даже вот взаимная. Вот взаимная злость, взаимные претензии даже после расставания остались. Я не вижу, чтобы она хотела вас вернуть абсолютно, хотя некоторые нотки ностальгии периодически у нее проскакивают. Вот она вспоминает, как было хорошо, но это было когда-то. Особенно у кого есть дети, вот она может, знаете, вспоминать какие-то моменты, когда это было, ну, может быть, в самом начале, когда еще дети были маленькие, когда все было хорошо, как вы вместе там с семьей, допустим, гуляли где-то, как вы там на праздниках, либо же проводили весело время. Вот такое, знаете, своего рода ностальгия. Но вернуть вас нет, ребят. Но она не хочет вас вернуть. Она вот наоборот, она бы хотела поиметь с вас денежку. Просто она единственная не знает как. Она вот, если бы ее воля, она бы еще кучу ножей всадила вот, да, вот в спину, как говорится. Она бы наоборот еще вас уколола, вот еще какую-то претензию недосказанную высказала. Вот у нее куча претензий, куча агрессии к вам. Она вот переживает, что в вашей жизни появится другая женщина, которая заберет все ваши денежки. Ну, то есть ей не достанутся еще ваши деньги. Потому что, смотрите,
Женщины бывают, придумывают разные ситуации, в которых вот такие сердобольные мужчины-добряки начинают помогать, начинают давать деньги, да, вот в тех случаях, которые не надо давать. То есть это выдуманные болезни. То есть женщина приходит и начинает плакаться, вот какая она бедная, несчастная, как ей плохо, что ей нужны деньги. Ну, то есть это от чистой воды вранье. А мужчины, конечно, да, вот вы как порядочные, вы даете, вот, ну я не говорю про всех, да, некоторые дают деньги, либо же еще чем-то помогают. И тем самым попадаете вот эти вот коварные сети, вот паучихи такой, да. Поэтому вот она думает, как вот либо через детей, либо еще как-то, как же можно еще какую-то денежку с вас поиметь. Про возвращение здесь абсолютно речь не идет. Еще раз повторяю, кто тешит себя надеждами, что вот, а вдруг получится, нет. Здесь чисто выгода, чисто деньги стоят на кону. Она вот единственное переживает, чтобы у вас не появилась там новая жена, да, которая будет полностью контролировать ваши финансы, и тогда вообще все у нее накроется, все доходы от вас накроются. Но, в принципе, я думаю, давайте-ка все-таки уточним, будет ли она что-то делать, что-то придумывать. Вот нет, у нее есть некоторые сомнения по этому поводу, она особо ничего не будет. Вот это на уровне мыслей останется. Вот на уровне мыслей, да, вот ее еще подружки могут поучать, тогда подстрекать, что вот, давай как-то проверни аферу, прокрути как-то, чтобы деньги еще срубить, да, с вас, то есть. Но я думаю, этого не случится. Она, во-первых, не уверена в себе, она не будет особо ничего делать, это так в ее фантазиях и останется. Может еще у некоторых, правда, проиграться, что вот она все-таки включит актрису, в любовь поиграет, но опять же, это будет хитро, это будет из-под тишка, это будет чисто в своих целях, вот ради красивой жизни, да, ради вот этих вот тех самых наших пентаклей. Поэтому смотрите осторожно, не поведитесь ни на какие уловки, ни на что, знаете, вот ни на что не ведитесь, что может потом стать вашей очередной головной болью и проблемой. То есть фильтруйте. Понятно, что в жизни бывают разные ситуации, бывают люди и болеют, да. Ну как-то, если можно, то проверьте, может быть, через общих знакомых, да. Но не ведитесь, сразу же не ведитесь, не давайте тем более денег сразу. Потому что потом будете кусать локти, но будет поздно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!